Всем привет! Меня зовут Маргарита. Это видео о том, как подтвердить диплом врача в Канаде через Medical Council of Canada. Записываю это видео, потому что мы сами через это прошли. Мы буквально в феврале 2023 года подтвердили все-таки дипломы через Medical Council of Canada. Процесс был долгий, и все прошло гладко. Об этом тоже расскажу, чтобы в дальнейшем не пугались и не сдавались при каких-либо отказах или сложностях. И также, чтобы примерно понимали, сколько денег на это потребуется и сколько будет весь процесс занимать времени. Немного расскажу о себе. Я закончила педиатрический факультет в Сеченовском университете, дальше пошла в ординатуру по общей хирургии, после этого решила поступить в аспирантуру. Но аспирантуру я не закончила, потому что мы переехали в Казахстан. Основные пути подтверждения медицинского образования для Канады – это MCC, естественно, Medical Council of Canada. Это организация, которая занимается только подтверждением образования врачей и, в принципе, врачами как Канады, так и иностранными. Далее это WES, World Education Services. Это организация, которая помогает не только врачам подтвердить свое образование, но и всем другим специальностям. Также есть еще другие организации, которые занимаются подтверждением образования. Здесь сразу хочется отметить, что даже если вы подтвердите диплом врача, вам все равно нельзя будет работать в Канаде врачом. Для этого необходимо будет поступать в резидентуру, сдавать экзамены и получать лицензию. Экзамены стоят тоже дорого, и вы должны рассчитывать на это, когда будете переезжать. Мы подтверждали диплом через Medical Council of Canada просто потому, что в дальнейшем в Канаде мы планируем продолжать работу врачами, то есть мы планируем сдавать экзамены, поступать в резидентуру и там уже получать лицензию по общей хирургии. Соответственно, если вы также планируете работать дальше по профессии в Канаде, через Medical Council of Canada вам все равно придется пройти. Первое, что необходимо сделать, это проверить свой университет на сайте World Directory of Medical Schools. Ссылку я оставлю, естественно, в описании. Это всемирный справочник медицинских школ. Соответственно, если ваш университет там есть, вам не надо будет переучиваться и не надо будет поступать в колледж. Образование университетское вам засчитают в Канаде. Теперь по поводу MCC. Для того, чтобы подтвердить диплом через MCC, это зарегистрироваться на сайте Physicians Apply. Это сайт, на котором регистрируются все медики Канады. Не только иностранные специалисты, но и канадские выпускники тоже. Там сразу же производится плата за регистрацию. На сайте будет написано, что принимают только кредитные карты. Но мы оплачивали дебетовой картой, обычной. Российские карты не принимаются, мы оплачивали картой Казахстана. И у нас все прошло, никаких проблем не было, поэтому не бойтесь, не только кредитные карты принимают. Если у вас ее нету, пробуйте дебетовой. Следующий момент. Вы создаете Source Verification Request, то есть вы запрашиваете, грубо говоря, подтверждение своего диплома. Как только вы нажали Source Verification Request, сразу же публикуется список документов, которые необходимы вам для того, чтобы вам подтвердили диплом. Здесь хочется сразу сказать, что не надо ничего отправлять обычной почтой. Сейчас все происходит электронно. Мы получили список документов, соответственно, собрали эти документы, отправили на электронный адрес, который нам написали. Какие документы требуются? Первое, что требуется, это CIC, подтверждение вашей личности. Это такой бланк, на котором будет ваша фотография, две ваших фотографии, и нотариус, либо attorney at law, то есть адвокат, он должен будет подтвердить в вашем присутствии, что это действительно вы, что это ваши документы. Основная особенность этого документа в том, что печать на этом документе должна быть на английском языке, либо на французском, то есть на официальных языках Канады. Очень сложно найти человека, который бы поставил нам эту печать на английском или французском. Мы обратились к нотариусу, которая нам помогла. Она поставила печать на казахском языке, но сделала полностью расшифровку и перевод этой печати на английский язык. Хочется еще отметить, что если вы будете делать печать у адвоката, сразу хочу вам сказать, что адвокаты имеют право заказывать на себя именную печать на английском языке. Оставлю контакты адвокатской фирмы в Астане, если кому-то понадобится. Мы с ними связались, они полностью также пошли нам навстречу,
сказали, что они закажут для нас печать на английском языке, что они могут так сделать, что они подтвердят нам все наши документы, которые мы им показали. Но, к сожалению, поработать с ними не удалось. Следующий документ, который требуется, это диплом университета. Требуется одна страничка, не надо сканировать приложение. Когда мы подавали перевод диплома, не нужно было осуществлять, то есть Medical Council of Canada, они сами переводили дипломы, но сейчас, с 15 февраля конкретнее, новые правила, и необходимо сначала перевести диплом, потом его сканировать и загружать в систему. Но я расцениваю это как положительное изменение, потому что мы 2 недели ждали перевод диплома, соответственно, вы можете ускорить уже даже на этом этапе процесс, перевести диплом самостоятельно и загрузить его в систему, отсканировав. Еще один документ, который нужен, это паспорт. Мы заверяли первую страничку заграничного паспорта, так же, как и CIC, то есть подтверждение личности. Печать на казахском языке с расшифровкой полностью печати на английский язык. Есть еще дополнительные документы, которые у вас могут потребовать. Свидетельство о рождении. Советую сразу же переводить и нотариально заверять, либо заверять у юриста свидетельство о рождении, потому что в наших дипломах прописывается отчество, в заграничных паспортах у нас отчества нету. Поэтому, если у вас диплом, в котором написано ваше отчество, нужно еще приложить свидетельство о рождении для того, чтобы проверяющий понял, что вы один и тот же человек и что вы ни у кого не украли диплом. Также, если у вас была смена фамилии, надо прикладывать документ о смене фамилии, либо свидетельство о браке и тому подобное. Следующим этапом необходимо отсканировать все документы, которые у вас будут на руках, заплатить пошлину и отправить их по электронному адресу. Несколько основных этапов, которые проходят ваши документы. Первый этап – это вы ждете, пока ваши документы загрузят в ваш профиль. Следующим этапом идет проверка вот этих вот всех дополнительных документов, то есть CIC, удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении и диплом. Как только MCC подтвердит, что все эти документы правильные, ваш диплом отправят в следующую организацию. Это организация ECFMG. Это образовательная комиссия для иностранных выпускников медицинских вузов. И уже непосредственно ECFMG занимается тем, что делает запрос в университет, в котором вы учились, для того, чтобы подтвердить, что вы действительно там учились и что диплом ваш действительно верный. Как только ваши документы отправляют в ECFMG, там буквально проходит от 5 до 7 рабочих дней, и они делают запрос в ваш университет. Если после того, как ECFMG направила запрос в ваш университет, университет не отвечает, они делают повторный запрос через 2 месяца. Как только ваш университет подтвердил, что действительно вы там учились и это ваш диплом, в течение нескольких дней у вас меняется статус ваших документов на зелененькие галочки, что вам полностью все подтвердили. И после этого уже можно будет заказывать ECA-репорт. ECA-репорт необходим только для иммиграции в экспресс-центре и по провинциальным программам. Самое основное, что есть в ECA-репорте, это присваивание канадского аналога образования вашему. Именно это необходимо для иммиграции. Когда вы создаете профиль в экспресс-центре либо в провинциальных программах, вы загружаете именно ECA-репорт. Вы не загружаете свои дипломы. Там можно вбить номер ECA-репорта, там нужно вбить дату, когда вам выдан этот ECA-репорт. И также отсканированный ECA-репорт, если потребуется, тоже нужно будет загрузить. То есть получается, что самое основное, что нужно вам из подтверждения образования, это ECA-репорт. Хочется немножко поделиться нашей историей. На момент подачи документов мы находились в Казахстане. Соответственно, все печати у нас были на казахском языке. Но нотариус пошла нам навстречу и сделала перевод казахской печати на английский язык и полностью расшифровку этой печати, что она означает. Контакты нотариуса я оставлю под видео, если кто-то находится в Астане, очень рекомендую. Мы подали документы 4 ноября. 17 января 2023 года мне приходит сообщение о том, что мои документы проверили и приняли. А это CIC, паспорт, свидетельство о рождении и диплом. Все документы прошли проверку. И их отправили в ECFMG. 24 января моему партнеру in crime Андрею пришло письмо о том, что у него
документы не приняли. Ему пришел отказ. Обосновали этот отказ тем, что печать была не на английском и даже не на французском языке, а на казахском. То есть то, что у нас была расшифровка печати с переводом на английский язык, им не понравилось. У нас был весь спектр эмоций, когда это произошло. От отрицания до принятия мы прошли все стадии. Была паника, естественно, но мы попытались собраться и начали предпринимать какие-то шаги к решению этой проблемы. Первое, что мы сделали, это мы сразу же написали объяснительное письмо Physicians Apply. Письмо я вам тоже покажу, вдруг кому-то понадобится, будете использовать как шаблон, о том, что у нас с ним совершенно одинаковые документы. Подавались мы в одно и то же время. У нотариуса заверяли одного и того же. То есть у нас было все одинаково, даже университет у нас одинаковый, с разницей в том, что я закончила его на 2 года позже, чем Андрей. И, конечно же, мы указали все мои данные, дату рождения, номер моего дела, все было указано. Конечно, мы очень много надежд не возлагали на решение этой проблемы через Physicians Apply. Думали, нам вообще не ответит никто, либо даже если ответит, то, скорее всего, скажут, что все равно это все не подходит, и, возможно, еще и мои документы отзовут назад, потому что у меня все то же самое. Мы начали искать другие пути решения и подумали про WES. WES занимается подтверждением образования только для иммиграции. Для того, чтобы подтвердить свой диплом через WES, вам необходимо написать письмо в свой университет, спросить вообще, сотрудничают ли они с WES. Мы написали электронное письмо в Сеченовский университет. Они нам ответили буквально через 2 или 3 дня, очень быстро. Сказали, что они сотрудничают с WES, сказали, что они знают, какие документы нам нужны. Они запакуют это все в конверт и отправят нам. Но это все займет примерно месяц, то есть подготовка документов университетом занимает где-то месяц. Дальше вы получаете эти документы, отправляете их почтой в WES. На сайте подробная инструкция тоже есть, все написано. Как только WES получает ваши документы, это все занимает 35 дней. Если вы можете позвонить в свой университет и ускорить этот процесс, конечно же, это будет лучше, быстрее. Поработать с ними не удалось, потому что нам все-таки подтвердили дипломы через МСС. Буквально на следующие сутки пришло сообщение о том, что ваши документы проверены, и они дальше переходят на следующий этап в CFMG. Радости нашей не было предела. Мы, конечно же, не ожидали, что нам так сразу через сутки ответят и еще и подтвердят все и пропустят дальше. Но по нашему опыту объяснительное письмо может сэкономить очень много времени и нервов, потому что в Канаде и отвечают на почту, и хотя бы немного вникает в ситуацию человека. Наверное, к этому надо привыкать. Какие были расходы у нас на все? Сейчас я приведу табличку примерную, сколько мы заплатили за что. То есть на МСС регистрация на Physicians Apply была $310. Сразу хочу сказать, что это доллары канадские. Далее мы платили за подачу документов, плюс за перевод дипломов. Дальше мы заплатили за ECA-репорт. За нотариальное заверение у нас ушло примерно 4000 рублей, то есть 70 американских долларов. И перевод свидетельства о рождении тоже где-то 30 американских долларов. У нас это все заняло 4 месяца. Соответственно, это примерно средний временной показатель. То есть может быть меньше, но за месяц вам никто ничего не подтвердит. Запасайтесь терпением, примерно 4 месяца вам придется ждать. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Надеюсь, мое видео было вам полезным, и оно хоть немножечко поможет вам на этом нелегком пути. В дальнейшем планирую записать еще видео непосредственно про иммиграцию через экспресс-энтри. Сколько длится этот процесс, сколько он стоит. Спасибо за просмотр.